Беспроводные наушники-вкладыши, которые в момент могут стать вакуумными наушниками за счет специальных амбушюр. Ко всему, данная пара оснащена двойным активным шумоподавлением до 43 дБ, режимом прозрачности, 6 микрофонами плюс костным датчиком VPU для четких звонков, голосовым управлением сжатием ножкой и регулировкой громкости свайпами. Также в рекламе можно прочесть о том, что данная модель имеет стильный дизайн, металлический корпус самих наушников. Супер круто. Время автономной работы с боксом до 24 часов, и это только малая часть того, что нам обещает производитель наушников под названием ZMI PureSpace X. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в черной, красиво оформленной коробке из плотного картона. Пакинг отличный, в комплекте мы имеем кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Да, он коротенький, в отличие от комплекта с Google Pixel Buds Pro, он есть хотя бы, так что радуемся. На Google Pixel Buds Pro обзор был вчера на канале. Далее в комплекте есть две пары силиконовых амбушюр и необычных, а со специальным креплением, так как PureSpace X — это наушники, к которым можно прикрепить амбушюры. Разумеется, в комплекте находится бокс и сами наушники, а также во внутренней части крышки бокса предусмотрели место под амбушюры. Там-то и находится третья пара. Один наушник весит 5,7 грамма, а бокс 61,8 грамма. Габариты бокса 64,8 на 50,7 на 24,3 мм. Наушники 34,4 на 21,5 на 19,8 мм. Звуковод овальной формы, он имеет небольшое углубление и металлическую сеточку. Размер его 8,2 на 5,7 мм. Все в целом стандартно, ничего необычного. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео не забудьте подписаться. И не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Все ссылки в описании, либо в прикрепе. Там много всего полезного. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть только серая расцветка. Дизайн бокса для ZMI стандартный. Из-за красных элементов выглядит он лично, как по мне, интересно и стильно. Ко всему, качество материалов отличное, но шарнир крышки по мне все испортил. Да, он металлический, на нем есть даже надпись модели, но люфт у него приличный. Бокс выполнен из глянцевого пластика, тактильно бокс приятный, но маркий. В кармане бокс мешается, так как он не маленький. На корпусе расположили хорошо оформленный разъем USB Type-C, логотип компании с LED-подсветкой и кнопку для сопряжения. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, но довольно слабую. Извлекать наушники из бокса удобно. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Внутри бокса есть краткая информация очень мелким шрифтом, два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и, как я уже говорил, место для хранения амбушюр. Наушники в боксе не гуляют, вытряхнуть их с закрытой крышкой бокса можно, но нужно будет приложить много усилий. Переходим к наушникам. Наушники изготовлены из титанового сплава, и учитывая это, я бы сказал, что они не особо и тяжелые. Но титан, в принципе, довольно легкий металл. По сравнению с PureSpace 2 Pro, обзор на который тоже уже был на канале, данная пара внешне по материалам и сборке ощущается прям как премиум. Но, несмотря на это, они все равно марки, отпечатки пальцев на них видны отчетливо. Дизайн наушников запоминающийся, внешняя сторона зеркальная с логотипом, а остальная часть наушника не такая зеркальная. Есть красная вставка в верхней части ножки, там находится микрофон прямой связи. И в общей сумме на борту 6 микрофонов, по 3 на каждом наушнике, плюс еще установлены VPU датчики костной проводимости. Амбушюры крепятся надежно, у меня они ни разу сами не отсоединялись. Возможно, со временем пластмассовая вставка на амбушюрах, которая крепит их к звуководу, утратит свои свойства, но пока все хорошо и ничего не говорит о том, что будет плохо. Далее, посадка без амбушюр комфортная, но не такая плотная, разумеется, как с амбушюрами, потому что они фактически являются вкладышами без них. Несмотря на это, они не вылетают из ушей во время пробежки, но нужно будет их поправлять периодически. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки я не обнаружил, если использовать их как вкладыши. И в целом также дела обстоят с надетыми амбушюрами. Из ушей они выпирают, но не сильно. Пассивная шумоизоляция неплохая. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, маркировку left и right, датчики обнаружения уха, отверстия для сброса давления и области для управления свайпами и сжатием ножки. Из команд на борту play-паузы, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления, прозрачности, обычным и вызов голосового помощника. Управление слегка странноватое, но удобное, главное привыкнуть. Круто, что оно полноценное, это означает, что можно использовать все команды, которые доступны. Свайп для регулировки громкости работает корректно, но изредка
Регулируя громкость, можно случайно поставить музыку на паузу. Удобно, что можно провести по ножке пальцем, к примеру, вверх, после чего остановить его в этом положении, и громкость автоматически будет увеличиваться, пока вы не отпустите ножку. На одиночное нажатие ножки зашита play-пауза. Эту команду переназначать нельзя. Управление сопровождается системными звуками. Наушники оснащены 12-мм динамическими драйверами с диафрагмой DLC для воспроизведения музыки Hi-Fi качества. Система ZMI EQ Smart версии 2.0 в наличии, как и активное шумоподавление до 43 дБ. ANC работает только с двумя наушниками, оно имеет 4 режима работы, такие как легкий, баланс, сильный и адаптивный. ANC реализовано хорошо. В метро при прослушивании музыки выкручивать громкость на 70% и все отлично. Я бы даже сказал, на 65% уже хватит. Режим прозрачности также на борту, он может работать с одним наушником. Отрабатывает он отлично, можно разговаривать с собеседником, не снимая наушники. Также очень важный момент, данная пара поддерживает обнаружение амбушюр. В случае, если снять амбушюры, то режим прозрачности пропадает, как и дополнительный режим ANC. Но сам ANC остается. В случае, если на наушниках надеты амбушюры и вы слушаете музыку с включенным ANC, при изъятии одного наушника из уха автоматически включается режим прозрачности. По моему мнению, производитель действительно постарался над удобством использования PureSpace X. Много всего продумано. Далее, заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному работают и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса к ранее сопряженному устройству. Есть всплывающее окно MIUI Quick Connection, но работает это дело, по всей видимости, только со смартфонами на MIUI. Мультипоинт до двух устройств на борту, что хорошо, датчики обнаружения уха отрабатывают корректно и быстро. Ко всему их можно отключить или включить в приложении. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 40 минут, беспроводной зарядки бокса на борту нет, что фейл. Наушники можно перезарядить от бокса 3,5 раза, саморазряд у бокса я не наблюдал, полный цикл зарядки наушников занимает около 1 часа. Отыграли наушники по кодеку AAC без активированного активного шумодава практически 5 часов, что является не очень хорошим результатом, но ожидаемым. С боксом данная пара прослужит до 23 часов, плюс-минус, все зависит, разумеется, от сценария использования. Время автономной работы по мне ниже среднего, но мне лично его достаточно. Можно сказать, на грани. Водонепроницаемость класса IPX4 есть только у наушников, разумеется, я искупал их в воде около 30 секунд, после чего просушил их. По итогу с ними все в порядке, функционал не пострадал и на звучание это не повлияло. И отмечу еще раз, что все тесты я провожу до утопления. ZMI PureSpace X, как и ZMI PureSpace 2 Pro, подключаются к приложению ZMI Here. С Android-устройствами в приложении у меня все две модели не коннектятся. А вот в приложении на iPhone они у меня подключались. Опять же, только смена региона на Китай. Как и модель 2 Pro, советовать PureSpace X на все 100%, если у вас есть Android, я не могу, так как у меня, несмотря на все манипуляции, так и не получилось их подключить к Android-телефону. Возвращаемся к приложению. Интерфейс доступен на английском языке, приложение в целом удобно и выглядит хорошо. На главной странице мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности, ко всему в процентах. Далее есть настройка режимов шумоподавления, 4 неплохих предустановленных эквалайзера и даже 8-полосный кастомный. Далее в приложении есть возможность включить-выключить датчики обнаружения амбушюр, оптимизировать звук под слух и посмотреть оценку громкости наушников для безопасного прослушивания музыки. Также мы имеем тест на правильную посадку, настройку команд управления и включение-выключение функций для регулировки громкости свайпами. Если нажать на значок настроек в правом верхней части экрана, то мы можем включить-выключить голосовое управление, которое для людей, знающих китайский язык, будет актуально. Автоматический ответ на вызов при засовывании наушников в ухо, включить-выключить обнаружение уха, напоминание о потере наушников, поиск наушников и обновление прошивки. Но мне лично обновления еще не прилетали. Летим дальше. Bluetooth предпоследней версии 5.2 поддерживает кодирование LC3. Из кодеков на борту я обнаружил только SBC и AAC. Через 2 стены они не отваливались, и фризов я не наблюдал, что очень хорошо. Задержка по заявлению производителя достигает 72 миллисекунды. При просмотре видео на YouTube в паре с iPhone задержка незаметна, как в целом и в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны отрабатывают, я бы сказал, хорошо, но небольшой перегруз, разумеется, есть, как и всегда. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофона беспроводных наушников Xiaomi ZMI Pure Space X. И я вам скажу, они же круто. Согласитесь, что сама по себе концепция, то, что они сделали, это классно. Понятно, что стоит крыло самолета, но я уверен, что первое, у данного бренда уже достаточно фанатов. Второе, есть премиальные продукты, которые они делают хорошо. И почему нет? Вспоминаем те же пауэрбэнки. Вы, во всяком случае, сейчас слышите пример работы микрофонов. Да, он не идеальный, но он хороший. Помним, что есть еще и датчик костной проводимости GPU. Звучание. Я тестировал его без функций предустановок дополнительных. Запас громкости здесь есть. С амбушюрами данная пара звучит объемно и приятно. Звучание неплохое, сбалансированное. Бас глубокий, средний бас в наличии. Отмечу, что в стоке лишнего акцента на низкие частоты нет. Высокие звучат чисто, а середина имеет великолепную проработку. Сцена шире средней. Ощущение пространства имеется. Инструментал различим, а вокал приятный как мужской, так и женский. В режиме вкладышей звучание теряет низкие частоты и глубину, что очевидно, а все остальное остается практически неизменным. Очень круто, что можно менять тип наушников под разные сценарии использования. Это однозначно удобно. Про звучание данной пары не скажу, что ZMI Pure Space X звучат прям восхитительно, но точно на свою стоимость с учетом особенностей модели и предложенного функционала. Из минусов: нет кодеков высокой четкости, нет беспроводной зарядки бокса, маленькая автономность, марки и материалы, голосовое управление не поддерживает другие языки. Опять же, вспоминаем, что у меня китайская версия, может быть, будет когда-то глобал. Все та же проблема, как и в Pure Space 2 Pro. Лично у меня они в приложении на Android смартфоне не подключаются, но есть пользователи, у которых они спокойно подключились к Android. В чем проблема именно, я не могу сказать точно. Просто она есть, и вы должны о ней знать. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, скидок и мой личный телеграм-канал. Всем, кто посмотрел данный ролик, огромное спасибо. Кто оставил комментарий больше 5 слов, двойное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. Резюмирую. Беспроводные наушники Xiaomi ZMI Pure Space X. Интересная модель, если есть возможность, я советую их пощупать и поползать в настройках. Задумка классная, реализована отлично, выглядит стильно. Использовать наушники такого типа удобно и вреда нет, правильно? Помним, что вкладыши менее вредны для слуха. Девайсу от меня, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.